Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. За окном зима, а это значит, что Новый год уже не за горами, и давным-давно пора начинать делать елочные украшения. А начать подготовку к волшебному празднику я предлагаю вот с таких простых, но очень милых и немного винтажных подвесок. Красиво смотрятся такие украшения как на елке, так и, например, на окне. Но главное их достоинство в том, что делаются они практически из ничего. Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобится картон. Я буду использовать упаковку от яиц. Картон лучше брать плотный, но не очень толстый, иначе игрушки получатся чересчур объемными. Также нам понадобятся шаблоны. Их я, как и всегда, прикрепила в описании под этим видео. Шаблоны распечатываем, вырезаем и переносим на картон. На одну игрушку нам понадобится 4 картонные заготовки. Я сделала солнце, месяц, тучу, льдинку и звездочку-снежинку. Но на самом деле можно нарисовать абсолютно любые фигурки. Главное, чтобы у них была относительно простая, но при этом узнаваемая форма. Все фигурки аккуратно вырезаем и стараемся это сделать так, чтобы картон не заламывался. Как я и сказала, каждая фигурка будет состоять из 4 заготовок. Можно было бы ограничиться и 2, но увеличить количество лучей у Солнца и звездочки можно только если использовать 4 заготовки. Поэтому и все остальные фигурки я тоже решила сделать одинаковой толщины. С помощью термопистолета склеиваем по 2 картонные заготовки вместе. Теперь берем простой карандаш и на каждой фигурке рисуем какой-то супер простой узор. Начнем, например, с льдинки в виде ромбика и нарисуем на ней еще 3 ромбика, уменьшающихся к центру, а в самом центре сделаем точку. Рисунок с 2 сторон подвески может быть одинаковый, а может быть и разный. Это уже на ваше усмотрение. Нагреваем термопистолет и аккуратно прорисовываем карандашный узор термоклеем. Делайте это не торопясь, чтобы линии получились потоньше. И таким своеобразным методом разрисовываем все подвески. Сначала карандашом рисуем контур, дальше добавляем точечки, спирали и завиточки. Солнцу и месяцу я нарисовала лица, звездочки, лучики. Все узоры должны быть максимально простыми и не супер мелкими, иначе вы не сможете обвести их термоклеем.
Так что в этой работе навык рисования совершенно не обязателен. Справится даже маленький ребенок. Но только термопистолетом, естественно, должен работать взрослый. Или берите для работы низкотемпературный термопистолет. Им тоже можно обжечься, но не так сильно. Дальше нам понадобится фольга. Отрываем кусочек по размеру больше, чем фигурка, сминаем этот кусочек фольги и разворачиваем. Если вы фольгу не сомнете, то она будет рваться в процессе работы. И аккуратно, не спеша, оборачиваем фольгой фигурку с лицевой стороны, а все края загибаем на изнаночную сторону. Сначала пальчиком проглаживаем все узоры, а дальше берем какую-нибудь округлую палочку. Я взяла толстую кисточку и работала кончиком ее ручки. И еще раз как следует проглаживаем весь узор на подвеске. Прежде чем оборачивать фольгой фигурки с острыми краями, на самом деле это все фигурки, кроме тучек, нужно сначала эти острые края обернуть в небольшие кусочки фольги. Если вы этого не сделаете, то одинарный слой фольги в этих местах порвется, и картонные заготовки будут некрасиво торчать наружу. Проверено на собственном опыте. Что еще посоветовать вам в этой работе? Оборачивайте фигурки в фольгу сразу, как только рисунок из термоклея затвердеет. Так фольга будет лучше прилегать к узору. Я некоторые фигурки оборачивала на следующий день. И на этих подвесках фольга как бы немного отходит от основы, то есть немного дышит при нажатии. А в целом работа очень простая и достаточно быстрая. Не думаю, что у вас возникнут какие-то проблемы. После того, как все фигурки будут обернуты фольгой, займемся креплением. Его я сделала из обычной проволоки. Отрезаем кусочек проволоки длиной примерно 5-6 см. Сгибаем пополам, делаем петельку. Я для этого использовала металлический крючок, то есть закручивала проволоку на нем. А кончики разводим в стороны. Приклеиваем петельку с изнаночной стороны к одной из половинок подвески. И приклеиваем к подвеске ее вторую половинку.
Как следует промазываем термоклеем торцы подвески и стараемся сделать стык почти незаметным. Чуть не забыла, фольгу с изнаночной стороны тоже нужно подклеить к картонной основе, чтобы две половинки подвески прочно склеились в единую деталь. Итак, все украшения готовы, и их осталось только раскрасить. Раскрашиваю я, как и всегда, акриловыми красками. Цветовую гамму выбирайте на свой вкус, но могу посоветовать использовать по 2-3 близких оттенка выбранного цвета в каждой работе, чтобы цвет получился более глубоким и с интересными переходами. Наносим первый достаточно густой слой краски. Даем ей совсем немного подсохнуть. Берем бумажную или тканевую салфетку и стираем краску с самых выступающих частей. Так у нас проявится серебряный узор. Дальше наносим второй слой краски и снова стираем ее с самых выступающих мест. И здесь есть небольшой подвох. Если вы возьмете дорогую плотную фольгу, то у вас все получится. А если сэкономите, так же как и я, и возьмете фольгу подешевле, потоньше, то при усиленном трении она начнет рваться. Кстати, акриловые краски тоже ведут себя по-разному. Глянцевые стираются очень хорошо, а вот матовые схватываются моментально, и стереть их не так просто. На видео вы видите сердечко, которое я делала в этой же технике к 14 февраля. Те, кто смотрит все мои видео, наверняка вспомнили тот мастер-класс. Вот для сердечек я использовала дорогую плотную фольгу, и с ними у меня не возникло никаких проблем. Краска стерлась идеально, и проявились красивые серебряные узоры. Ни на одной из сегодняшних подвесок так же идеально краска с дешевой фольги не стерлась. Сначала я, конечно, расстроилась, но потом поняла, что на самом деле хорошо, что это я столкнулась с этой проблемой, а не вы. Вы уже будете к ней подготовлены. Выход здесь такой. Либо вы покупаете дорогую фольгу, либо серебряную акриловую краску. Второй вариант дешевле, а разница в итоговых работах минимальна. Поэтому я сходила в ближайший магазин и купила акриловую серебряную краску. Нанесла ее спонжем на весь выступающий рельеф и в итоге получила игрушки ничуть не хуже.
В завершении все подвески я покрыла глянцевым акриловым лаком. На Озоне я купила вот такую металлизированную веревочку и сделала из нее петельки для всех игрушек. Подвески в итоге получаются очень легкими, несмотря на их приличный размер. И глядя на них, совершенно непонятно, как и из чего они сделаны. Мне результат очень понравился. И у меня такие украшения немного ассоциируются с картонными советскими игрушками. Ну а в целом украшения смотрятся очень нарядно и празднично и подойдут как для ретро-елки, так и для елочки в современном стиле. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. И если это так, то, как и всегда, лучшей благодарностью для меня станут ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.